Рада всех приветствовать. Сегодня я коснусь очень обширной и сложной темы. Здесь я привожу 3 цитаты, которые говорят о различном отношении, вообще двойственном отношении к мангровым зарослям тех людей, которые с ними соприкасаются. Если не будет мангров, то не будет моря, как не бывает дерева без корней. Ведь мангры и есть корни моря. Это говорит глава какой-то тайской деревни, рыбак, который всю жизнь прожил бок о бок с мангровыми зарослями. И, конечно, сложно не согласиться с его тезисом, поскольку мангровые заросли играют огромную роль в жизни жителей прибрежных районов. А вот 2 цитаты из флоридских газет начала XX века. «Дикие кабаны и другие лютые звери обитают в манграх. Они подстерегают человека». И вторая: «300 домов почернело, и 2 человека погибло из-за газов, выделяемых мангровыми корнями». Ну, про диких зверей еще можно с этим как-то согласиться, а вот про 300 домов почернело — это уже чистый хайп и кликбейт. Так что ж такое мангры? Это сложная экосистема. Это не только деревья, это вообще совокупность всех факторов среды, то есть 3 стихий — земли, воды, атмосферы, флора, фауна, микроорганизмы. И все это очень тесно переплетено, взаимно влияет друг на друга. И сначала я хочу рассказать обо всех компонентах мангровой экосистемы. И начну я с условий среды. И вот наша первая стихия — вода, она играет наиболее значительную роль в жизни мангровой экосистемы, поскольку экосистема полностью зависит от воды. Первое, что влияет на мангры — это сила волн. Мангры вообще могут расти в приливно-отливных зонах, и сила волн в этих зонах определяет способность мангровых семян укорениться, то есть вообще определяет возможность существования мангровой заросли в данной местности. Так как это приливно-отливная зона, режим приливов и отливов определяет форму зарослей из анализа деревьев и фауны. То есть в зависимости от уровня прилива деревья имеют разную толерантность к затопляемости. И некоторые деревья могут жить практически полностью погруженные своей корневой системой в воду постоянно, а некоторые не выносят этого. И таким образом происходит зональность видов мангровых деревьев. Кроме того, в эстуариях градиент солености определяет также форму и зональность мангровой экосистемы. Тогда как в лагунах, ну, то есть прибрежных экосистемах мангровых, мангровые заросли представляют собой очень узкий пояс деревьев. Вот в эстуариях мангры могут простираться вглубь суши, вдоль ручьев и рукавов дельты реки на многие десятки километров, вот как на верхней картинке, на которой изображено спутниковый снимок самой большой мангровой ассоциации в мире на границе Индии и Бангладеша. И таким образом зональность мангров происходит перпендикулярно берегу, в зависимости от уровня приливов и отливов, и по градиенту солености. То есть в более мористой части летают деревья, которые могут выдерживать высокую соленость. Вода во время прилива входит в эстуарий, и по руслу рек соленая вода распространяется вверх, смешивается с пресной, и получается солоноватая вода. Некоторые деревья предпочитают вот такую солоноватую воду, но уже ближе к пресной. Вот, соответственно, зональность мангров очень сложная, очень мозаичная. Они бывают поэтому очень разные, разный видовой состав, разная плотность, такая вот сложность. Вторая стихия — это у нас земля, то есть почва, грунт. Грунт тоже очень сильно влияет на способность мангровых семян укорениться. Ну, понятно, что на камнях не очень-то укоренишься, и поэтому очень мало видов можно встретить на каменистом побережье, мангровых видов. И деревья там будут очень маленькие, потому что там, собственно, расти-то не на чем. На песке тоже мангры не очень хорошо растут, на таком плотном, на котором тоже тяжело укорениться. Лучше всего мангры, соответственно, растут на илистом грунте, ну, на заиленном песке, потому что у них семена как раз очень хорошо укореняются на таком грунте. Далее, это у нас воздух. Во время отливов происходит осушение грунта. И поскольку мангры распространены в тропиках, там высокая температура воздуха, очень сильное солнце, и грунт очень сильно прогревается и осушается. И капиллярная вода в почве, и лужи очень, ну, происходит испарение, и соленость резко повышается, что еще дополнительные трудности создает для обитателей мангров, как для деревьев, так и для фауны, живущей там. В таких сложных условиях все подряд растения жить не могут. И, конечно же, появились специализированные растения. Они появились в 15 разных систематических группах растений на разном таксономическом уровне, от каких-то просто видов, приспособившихся к жизни мангров, до появления целых смесь растений, которые встречаются только в мангровых ассоциациях, то есть образуют их. Например, в
семейство ризофориация и авицинация. Это основные компоненты древесной флоры мангровых экосистем. Все мангровые деревья объединяют определенные черты приспособления к этим сложным условиям приливно-отливной зоны. Самая характерная их черта — это самая характерная и визуально заметная черта — это воздушные корни. Вот на картинке эти штыри, торчащие из земли, это, собственно, и есть воздушные корни. Мангровая почва, она очень бедна кислородом, еще и затапливается, и поэтому мангровым деревьям пришлось отрастить такие корни, чтобы у них появилась способность дышать с помощью них. У них есть специальные органы, поры, их еще называют чечевички, через которые они могут захватывать кислород из атмосферы. Эти корни могут быть вообще еще совершенно разной формы. Вот эти воздушные корни, которые летят вверх. Бывают еще ходульные корни, которые, кроме того, что дыхательные, помогают удерживаться в почве, поскольку в мангах постоянно происходит поток воды, а грунт такой топкий, нестабильный, и поэтому очень важно развить сильную, прочную корневую систему, чтобы какой-нибудь шальной волной, в общем, дерево не выдернуло. Кроме того, поскольку кругом все соленое, растения, в общем, не очень приспособлены к жизни в соленых условиях, мангровые деревья выработали такую адаптацию выделения соли прямо на поверхность. Вот здесь показан лист авицении, в который прям видно выделенные кристаллы соли. И еще одно приспособление, которое я уже, в принципе, упоминала, это распространение семян. Хотя это на самом деле не совсем семена, это уже практически готовое мангровое дерево, это проросток. Вот эти вот палочки длинные, зеленые, они падают в воду, и это уже вот эта зеленая штука, это уже корень и стебель мангрового дерева. Это называется пропагулы. У них такой острый кончик нижний, они могут воткнуться в грунт и сразу же дать несколько листьев, и уже практически готовое мангровое дерево. Вот на этом слайде показаны не древесная растительность, это пальмы и папоротники, которые тоже приспособились к обитанию мангов, тоже являются важным компонентом. Такая особенность у мангров, что вот эти воздушные корни, они во время приливов, отливов, когда происходит сток воды, там, во время дождей, сток суши, ну и когда течение реки, они своими вот этими корнями замедляют ток воды, и взвешенные частицы, которые вода с собой несет, они оседают на дно. И получается, что образуется толстый слой седиментов, который очень богат органикой. И грунт получается без кислорода, и в этом бескислородной среде образуются бактерии, сульфат-редуцирующие бактерии, которые получают энергию не за счет окисления кислородом, а за счет набирания протонов у оксидов серы. Поскольку высвобождаются протоны, грунт очень сильно закисляется, что совсем не облегчает жизнь, и так уже сложную в этих мангровых зарослях, для всякой фауны, которая обитает в грунте. Да. Вот здесь показана эта седиментация. Вот ручей, видно, что выше него прям целый слой ила, очень топкого, очень богатого органикой. Кроме того, кроме ила, деревья дают сложную пространственную структуру, на которой может обитать множество животных, как беспозвоночных, так и позвоночных. Мангровые деревья еще дают тень. В условиях жесткой тропической инсоляции это очень важно, и это позволяет на поверхности грунта развиваться огромному количеству микроводорослей, которые служат источником питания для множества беспозвоночных, обитающих в манграх. Так что же у нас обитает в манграх, кроме растений? Фауна в манграх делится на резидентную и нерезидентную. Резидентная — это тот компонент фауны, который приурочен к мангровым зарослям, то есть никуда из них не выходит практически. Ну, например, это моллюски, которые, собственно, далеко не могут уйти. Крабы, там некоторые рыбы, птицы, рептилии, всякие черви, обитающие в грунте. И фауна нерезидентная. Поскольку постоянно происходят приливы-отливы, вместе с приливом приходит куча рыбы, медузы, акулы, креветки, которые, собственно, питаются теми микроводорослями, которые растут на поверхности грунта. Также из наземных экосистем могут прилетать птицы, питаться какой-то мангровой фауной, крабами, там, моллюсками. Что у нас есть в резидентной фауне? В резидентной фауне моллюски и крабы — это основные компоненты. Они играют огромную роль в экосистеме. Они перерабатывают почву, вот эту вот бескислородную почву, которая сама по себе особо органика в ней не окисляется, а моллюски и крабы минерализуют эту почву и разрыхляют, аэрируют.
И среди моллюсков есть тоже несколько групп по приуроченности к мангровым зарослям. Есть моллюски, которые прямо эволюционировали вместе с мангровой экосистемой. Это вот, например, которые моргнули, это моллюски семейства Патомидиды, которые встречаются исключительно в мангровых зарослях, больше нигде не встречаются. Там частично моллюски семейства Элобиида и моллюски рода Литерария из семейства Птеринид, которые живут на мангровых деревьях, залезают прям до самой высокой части кроны, живут на листьях, корнях, стволах. Но помимо прям такой специализированной мангровой фауны, еще в манграх встречается полно других видов моллюсков, которые пришли из соседних экосистем и, в принципе, могут жить в манграх, но не являются неотъемлемой частью системы мангровой. Это моллюски, например, которые обитают на голой илистой литерале, вот этот клиптон и батилярия, и моллюски, которые пришли из сублитерали, то есть, из моря. Тоже, значит, они встречаются в манграх. С двустворчатыми моллюсками совсем все сложно, потому что двустворчатые моллюски в основном являются фильтраторами, и то, что происходит осушение грунта, оно, в общем, не позволяет им в это время... Они не могут питаться во время того, как нет кругом воды. И хоть в манграх и встречается много видов двустворок, в основном они встречаются прямо у самого уреза воды, в самой-самой нижней части, которая осушается редко. И эти моллюски, они являются в основном компонентом такой уж более глубокой фауны, просто они живут на пределе своих возможностей в этих манграх. Но, тем не менее, появились несколько видов специализированных мангровых моллюсков. Ах да, еще сложность у двустворок. Как я говорила, грунт кислый, и он разъедает раковины, поэтому в этом грунте могут жить двустворки только с очень-очень толстой раковиной. Есть 3 вида, которые приспособились к обитанию прямо в манграх. Эти 2 моллюска, гелоина и пегофизема, они обитают в толще грунта, могут обитать и в эстуарных манграх, там, заходить вглубь суши по рукавам дельты. Но есть такой интересный моллюск, энигмония энигматика. Это прям вообще уникальная вещь. Это двустворчатый моллюск, у которого створки неравнозначны. Одна створка тоненькая и плоская, и она прикрепляется к мангровым деревьям, там, к корням, к твердому субстрату, который они могут найти. А вторая створка, она более круглая, это наружная. В общем, очень интересная вещь, встречается только в манграх и очень типична для мангров. Практически в любых манграх она есть. Еще один важный компонент — это крабы. У крабов не так все четко распределено, там, специализированные и неспециализированные, но все же есть крабы, грапсоидеи, которым можно судить, что эта система мангровая, она здорова, не нарушена, их там должно быть много, они должны быть разнообразны. И вот эти крабы, грапсоидеи, с ними очень тяжело работать, потому что они довольно крупные, и они издалека видят, чувствуют, и поймать их практически невозможно. Нужно ставить на них какие-то специальные ловушки, приспособления, иначе их никак нельзя уловить, только там, может быть, какого-нибудь телеобъектива там, за 50 метров можно увидеть. А так они сразу прячутся. Кроме крабов, кроме вообще беспозвоночной фауны. Еще и беспозвоночной фауны я рассказала только об основных компонентах. Там также, конечно же, есть всякие черви, полихеты, олигохеты, сикункулиты и прочее, живущие прямо в грунте. Куча всяких насекомых, понятно, пауков, живущих в кроне дерева. Конечно же, интересно поговорить и о позвоночных животных. Их в мангровых зарослях встречается тоже огромное количество. Я уже не говорю о рыбе, я о таких крупных говорю. В принципе, рыба-акула, которая... много видов акул заходит в мангры на самом деле. Там можно поживиться рыбой и еще всяким. Вот тут изображена лимонная акула, желтая акула. Из амфибий. Амфибии, в принципе, не приспособлены к тому, чтобы жить в соленой воде. У них кожа тонкая, в общем, неприятная. Но, тем не менее, есть целых 3 вида, которые приспособились жить в соленой воде, и конкретно в манграх. Вот одна из них. Это лягушка. Куча черепах там живет. В общем, вообще рептилий. Очень много черепах разных видов. Живет гребнистый крокодил. Это вот в тему цитаты, что дикие лютые звери подстерегают за каждым деревом. В общем, есть в этом правда. Неприятная вещь. Есть 3 вида змей, или даже 7 видов змей, которые приспособились к жизни в манграх прямо в кроне. Вот эта бойга, она встречается исключительно в манграх, мангровая бойга. Кроме того, в манграх огромное количество птиц. Причем птицы тоже бывают резидентные, которые постоянно там проводят время в манграх.
Бывают перелетные, которые там останавливаются поесть что-то, крабов, улиток наковырять из грунта. А есть специализированные мангровые, например, как вот эта мангровая питта. Вообще разнообразие птиц мангров просто огромное. Там куча разных видов зимородков, цапель, вот белые ибисы, даже фламинго туда заходят. Такая интересная история. На границе с Индией и с Бангладеша есть самая большая в мире мангровая ассоциация, и она находится под защитой государства, там организован национальный парк Сундарбан. И, как ни странно, охраняет он вовсе не мангровые деревья и мангровые экосистемы, а охраняет он бенгальского тигра. Несмотря на то, что это национальный парк, живет в нем сейчас 4 миллиона человек. А тигры в этих манграх Сундарбана особенно лютые. Они какие-то маленькие и очень злые. И они часто охотятся на людей. И в среднем 22 человека в год погибает в этих манграх от зубов тигра. Есть даже индийская деревня, которая называется деревня тигровых вдов. Опять же, в тему той цитаты про диких зверей. Мангры — это открытая экосистема, и она очень сильно связана с окружающими ее экосистемами. Конечно же, популярным для изучения является тема связи мангровой экосистемы с экосистемой коралловых рифов. И вообще очень много информации существует о том, как... В общем, почти вся коралловая рыба, она приходит питаться в мангровой заросли. Особенно молодняк. Часть там даже размножается, откладывает икру. И кроме того, мангровые заросли фильтруют стоки с суши, фильтруют тяжелые металлы, фильтруют там лишнюю взвесь, что помогает коралловым рифам, в общем, оставаться незамутненными, здоровыми. Также мангры связаны с другими экосистемами. Это и соленые марши, и заросли морских трав, и другие прибрежные экосистемы, как голые илистые литорали, животные, из которых могут там, мигрировать мангры обратно. Также из наземных экосистем. Как уже было сказано, мангры очень важны для птиц и являются хорошей кормовой базой для перелетных птиц. Мангровые заросли имеют огромное значение для человека, особенно для местного населения, которое полностью зависит от них. В мангры добывается огромное количество разнообразия и огромное количество рыбы. Кроме того, всякие двустворчатые моллюски съедобные постоянно там добываются. И, например, во Вьетнаме, в Китае можно выйти в мангры и увидеть, как там полдеревни женщин с мотыгами копают двустворок с корзинами. Очень много интересного они там находят. И, кстати, очень вкусные двустворки встречаются в манграх. Кроме того, там есть мангровые пчелы, которые делают мангровый мед, который тоже местные жители добывают. Добывают дерево, лекарственные растения. В общем, очень много всего оттуда можно достать. И такой интересный факт, что вот эти вот мангровые корни, вот ходульные корни, ризофоры, вот эти вот пневмотофоры, авицении, которые торчат вверх, они не только замедляют течение, но они еще и гасят волны. И было замечено, что деревни, вокруг которых мангры не вырублены, со стороны моря, гораздо лучше переживают шторма, чем деревни, у которых все пустили на дерево, все вырубили. В общем, приходит постепенное понимание даже для жителей деревень, у которых нет образования такого экологического. Они задумываются уже о том, что мангры — это важно, нужно, и нужно их с аккуратностью эксплуатировать. Но, тем не менее, по всему миру происходит сокращение площадей, занимаемых мангровыми лесами, вообще их деградация. Ну, впрочем, как не только у мангровых лесов это происходит, но и у других экосистем, в том числе коралловых рифов. У мангров главными факторами исчезновения, сокращения площади является хозяйственная деятельность человека. Было обнаружено, что аквакультурные пруды, построенные на месте вырубленных мангров, приносят очень высокую продукцию. И в малоразвитых странах там, Юго-Восточной Азии местные жители стали выращивать в огромных количествах креветку, потому что это очень выгодно, растет хорошо, продается задорого, и очень-очень много мангров пошло именно под креветочные пруды. И, конечно же, из-за урбанизации тоже мангры вырубают, там строят набережные, города, поселки какие-то. Также пускают на дерево мангровые заросли. А во Вьетнаме еще такая история. Вот на верхней правой фотографии показано какой-то участок мангров, который был обработан дефолиантами во время войны с Америкой. И там в манграх огромные площади мангровых лесов пострадали именно из-за дефолиантов. Но есть и позитив, поскольку, в общем, приходит постепенное понимание того, что мангры — это важно, нужно, что все прибрежные экосистемы зависят от мангров, что
Жители прибрежных районов очень сильно зависят от мангров. И правительство прибрежных стран начало устраивать программы по восстановлению и защите мангровых лесов повсеместно. Высаживают мангровые саженцы. В принципе, это довольно легко делать, опять же, благодаря таким специфическим семенам, пропагулам этих мангров. То есть их можно просто с дерева надергать и просто в землю навтыкать. И вот уже, собственно, вот она и посадка. Правда, с этим есть проблемка, что настоящие естественные мангровые заросли, они там состоят из множества видов деревьев, а вот эти вот искусственные мангры, они, получается, что монотипичные, моноспецифичные, и непонятно, как вот они похожи на естественные мангры или нет, ну, могут ли они их заменить или нет. Плюс по последним данным, данные у меня в основном по Вьетнаму. Недавно мой вьетнамский коллега защитил диссертацию в Институте океанологии на тему восстановления мангровых лесов в Южном Вьетнаме. Он обнаружил, что начиная с 2010 года тренд на уничтожение мангровых зарослей был переломлен. Уже с тех пор площадь мангровых зарослей начинает расти, восстанавливаться. Но в основном это происходит из-за перехода от просто креветочных хозяйств к смешанным мангрово-креветочным хозяйствам. Это когда между креветочными прудами сохраняются массивы мангровых деревьев. Это дает еще больше продукцию креветок. Креветки реже болеют в таких аквакультурах. И вообще, и польза и для мангров, и для креветок. Ну, и немножко о проблемах в изучении мангровых зарослей. Ну, я могу рассказать о тех проблемах, которые возникли лично у меня при изучении мангровых зарослей. Я скажу, что это удовольствие такое на любителя, потому что во время прилива к ним, ну, когда вода высокая, к ним можно подплыть только на лодочке. Причем в мелководье лодочка должна быть очень, как сказать, плоскодонная. И, допустим, во Вьетнаме мы эту проблему решали с помощью местных вьетнамских плавсредств. Это такие просто тазы плетеные или пластиковые тазы огромные с одним веслом. Вот на этом как-то можно подгрести к манграм. Ну, в эстуарных манграх попроще, там можно на лодочке все-таки нормально. А во время отлива, как я говорила, почва в манграх очень заиленная. И, собственно, в них внутрь зайти, чтобы, нужно недюжинное здоровье, потому что с каждым шагом ты проваливаешься по колено, по бедро вот в этот топкий грунт, который еще набит какими-то устрицами, которые царапают, ранят. Кроме того, там не говорю уж о температуре и постоянно палящем солнце, и мошкаре, которая очень больно кусает. Но это такие технические проблемы. Концептуально тоже есть проблемы. По моим слайдам, наверное, уже было видно, что мангровая экосистема — это такое общее как бы, название. На самом деле их множество разных типов. Есть мангры вот на побережье, есть в эстуарии. Причем в каждом конкретном участке может быть свой видовой состав мангровых деревьев. И там на 20 метров вправо отойдешь, а там уже все поменялось. Или там с каждыми новыми манграми ты как будто приходишь в что-то новое и неизвестное. Они могут быть очень-очень разные. И поэтому их сложно между собой сравнить. И, допустим, в программах по восстановлению, ну как обычно это происходит, сажают мангры и происходит мониторинг. И непонятно. Вот мы там берем какие-то параметры, допустим, химию почвы, там, фауну, состав растений, потом идем и сравниваем с естественными манграми. Но вопрос, с какими естественными манграми сравнивать, если они сами между собой все разные? Химия почвы у них разная, и все у них разное. Поэтому их так сложно, очень-очень сложно изучать. Ну да, и вот мозаичность прям внутри самой мангровой экосистемы. Мангровая экосистема и это и около берега, где прям соленость, там открытое море, и в глубине суши, там на 100 километров, где мангровая растительность представлена уже только ниповой пальмой. В общем, очень-очень много работы, просто непочатый край. Кроме вот этого всего, я в основном рассказала о флоре и фауне, но на самом деле очень много интересных исследований, связанных с сохранением углерода в мангровой почве. Мангры, получается, как всякие там болота, хранилище углерода. Разного типа мангры обладают разной способностью к захоронению этого углерода. Ну, в общем, разный объем могут захоронить. И при уничтожении мангров этот углерод высвобождается. И вот исследования, которые этот углеродный баланс мангров изучают, очень интересны. Множество исследований, которые посвящены трофической структуре мангров. А вот эта сложная взаимосвязь резидентной и нерезидентной фауны, рыбы, которые приходят, там фитопланктон, животный планктон, фитобентос. Все это очень-очень сложно переплетено и непонятно до сих пор, как
И, конечно же, в каждой мангровой ассоциации все происходит по-разному. Непонятно там, какие животные, что именно едят, непонятно, какой сток органики происходит из мангров в море, какой из суши попадает в мангры, из суши в море, что фильтруется манграми, что не фильтруется. В общем, очень-очень много интересных исследований, посвященных манграм. Но, конечно, я во время своей лекции не смогу объять необъятное, и как бы надо во что-то углубляться, это надолго, это прям можно растянуть на целый курс лекций, поэтому я буду закругляться. В общем, спасибо вам за внимание.